Здравствуйте, дорогие подписчики канала Дарья Чикаго. Сегодня я хочу вам рассказать про библиотеки в Америке. Когда мои друзья, которые путешествовали по всему миру, приехали в Америку, их очень удивила библиотека. Не достопримечательности Чикаго, а вот именно библиотека. И мы сейчас пойдем вовнутрь, я вам там покажу, как она устроена, и мы посмотрим, что там интересного внутри. Еще хочу показать такую интересную вещь, как вот такой ящик, который здесь можно ненужные книги сюда подъезжать и сбрасывать. То есть, если у вас книги есть, которые вы уже больше не читаете, приходите, сбрасываете туда их, потом их относят в библиотеку, если хорошие, то оставляют, если нет, то куда-то дальше, наверное, уже утилизируют. Пока мы идем в библиотеке, хочу еще рассказать одну историю интересную. Когда моя мама приехала в Америку, и я тоже ее повела в библиотеку, а я уже жила к тому времени, наверное, лет 6 или 7. Мама очень была потрясена. У меня мама вообще великий литератор и читает постоянно. Она была поражена, как в Америке устроены библиотеки. А тетя моя, это мамина сестра, она всю жизнь проработала библиотекарем на заводе. Она была очень строгим библиотекарем. Она никогда не разрешала даже нам, семье, задерживать книги дольше, чем положено. И мама, когда побыла в библиотеке, первое, что она сказала: не вздумай рассказывать про эту библиотеку тете, потому что она получит инфаркт и подумает, что она прожила свою жизнь зря. Так что вот сейчас я вам покажу, как внутри устроена библиотека. Итак, мы зашли в библиотеку. Здесь такой холл. Сейчас все изменилось. Это новая уже библиотека. Я здесь не была с тех пор, как сделали ремонт. Я хочу вот обратить внимание, что здесь есть такая доска объявлений. Всегда очень интересная информация на ней. И можно прочитать, например, о каких-то мероприятиях, которые происходят в нашем городе и в соседних городах. Бывает, там можно найти интересные какие-то знакомства полезные, для, допустим, для детей, кружки. Вот здесь вот возвращают книги. Они сейчас сделали прозрачное помещение. Я никогда, кстати, не видела внутри, как там выглядит. И здесь подходишь и кидаешь книги. Раньше их нужно было сортировать, а сейчас все подряд. А вот я еще увидела, что сделали такую штучку, как если вы приходите с мокрым зонтиком, то можно поставить мокрый зонтик, и он здесь будет сохнуть. Или кулек взять. Вот. А дальше еще такая интересная вещь. Вот этот человечек, он сидит здесь уже много-много лет. И всегда все с ним фотографируются. Это читатель. Вот. У нас есть очень много фотографий, еще когда дети маленькие были, всегда все приходят и смотрят, что же он читает. Вот, это новая библиотека. Вот мы сейчас зашли в главный зал. Здесь уже отсюда идут разветвления в разные отделы. Вот, например, с этой стороны находится отдел художественной литературы. И там можно купить, хотела сказать купить, там можно взять книги, которые относятся к беллетристике, художественные романы и так далее. Причем там так интересно, есть новинки, вот они лежат при входе. И потом дальше внутри там обязательно есть консультант, который может рассказать и показать, и найти нужную книгу. Здесь, вот, например, находится комната для конференции. Да? Можно взять свой компьютер и сидеть работать. Причем там даже есть кухня. Здесь можно, вот в этом месте можно работать и кушать. То есть там можно сварить кофе, стаканы, салфетки. Вот мне тут подсказывают, что времена сейчас поменялись, и в библиотеке можно взять не только книги, но и видеоигры, аудиокниги, музыкальные диски и вот что только душа не пожелает. Вот здесь можно зарядить телефон, видите, какой хочешь, и Android, и iPhone. Можно вот
подойти, пособирать пазл, если хочется сделать вклад. Вот, смотрите, как красиво здесь, как просторно. Тоже здесь новинки идут. Там, здесь вот интересные, кстати, внутри такие туалеты, там детские унитазы, а вот там, видите, сделано как замок, да, розовый, желтый и так далее. И когда происходят классы, здесь проходит очень много классов, они говорят, например, класс в таком замке, в таком замке, в таком замке. Вот тоже интересный такой момент. Детское творчество здесь на стенах. Вот, а здесь такой добро пожаловать в волшебный лес. Вот. Такая вот прям сказка. Здесь заходишь, дерево. Вот. Я помню, как мои дети очень любили этого котика, или вот зайчик. Тоже так интересно. Потом такой вот домик. Вот здесь тоже картинки из разных сказок. Дерево. Вот. И вот книжка. Тоже такие столики как пенечки, да, сделаны. Интересно. Вот, а здесь можно поиграть. Здесь комната с лего. Такие интересные штучки. А здесь вот эта доска с магнитиком. Вот. Как интересно, да? Даже я помню, по-моему, такого не было. Вот здесь обратите внимание, что полки книжные сделаны в рост, в детский рост, да, то есть чтобы ребенок мог подходить и выбирать книги, какие надо. Подумала, что это за мешки. Теперь я поняла, это мешки, тоже игрушки, их можно брать на прокат. Ну, не просто игрушки, а, допустим, вот, например, пазл на полу можно собирать. Или какие-то вот кубики, домики. Вот, тоже так вот интересно. Тоже детская зона, компьютерная зона. Станция поиска книг. Да? Допустим, подходим и пишем, например, Пеппа Пиг, да, вот свинка Пеппа. И вот выходит, что у них есть. И показывает книга или DVD, например. И если нет, то написано, допустим, ее нет в библиотеке или есть на испанском. Можно даже язык выбрать. О, языки здесь английский, испанский, китайский, польский, украинский. Больше нету. Здесь много таких, как вы видите, удобных столов. Что здесь происходит? Обычно люди приходят сюда с детьми и делают домашние задания. Ну, просто иногда проводят время. Я знаю, что в плохую погоду здесь даже иногда бывает нет места. Я проходила мимо и увидела название нашего школьного района. Подошла и подумала, что же здесь такое интересное. Это вот поделки. Дети делают на уроке рисования, на уроке труда, и потом учителя приносят их в библиотеку, и чтобы жители этого района видели, что дети делают на уроках. И вот здесь, например, есть такой класс. Прям как настоящий школьный класс. Здесь проходят разные мастерские. Там глина, рисование, что угодно. Вот можно самому придумать какой-то класс, договориться и прийти сюда и провести.
Но самое интересное, что когда я хотела здесь провести презентацию моей детской книги, они мне сказали, да, хорошо, вы можете проводить, но вы не можете продавать. То есть должно быть какое-то мероприятие, от которого ты не зарабатываешь деньги. То есть ты просто его проводишь на пользу, так сказать, обществу. Вот сейчас иду на второй этаж, посмотрим, как его отреставрировали. Первый раз иду по этой лестнице. Посмотрим, что у нас на втором этаже теперь. Как очень красиво выглядит. Так. Вау, какая красота. Как здорово. Так просторно. Какой зал обалденный. Смотри. Сидят, работают. В этом зале громко говорить нельзя, потому что все работают. Как только слышат, что ты разговариваешь, оглядываются. Также в библиотеке можно взять в аренду компьютерное время. Тебе компьютер, там наушники, все, что хочешь, сам подключаешься, приносишь, если тебе нужно какие-то материалы, работаешь 5 часов, можно сидеть. А вот здесь, ребята, я удивилась, я это еще не видела, это инновационная лаборатория. Я спросила, что там происходит. То есть там можно сделать, например, 3D принт, или если вам нужно сделать наклейку на печать на футболку, или на, допустим, ручки создать для себя, или стаканы, какой-то продукт для вашего бизнеса. Вот здесь все это делают. Даже сказали, что там можно что-то шить. Мы сейчас зайдем, посмотрим. Вот, смотри, это все бумага цветная, такая красивая. Сколько разных цветов. Напечатать можно что угодно. Это вот разные принтеры. Там. А вот еще там 3D принтер похожий есть. Вот красиво. Вот здесь швейная машина есть. Hello. Thank you. Да, это машина вот вышивать, да, вышивальная машина. Можно, допустим, прийти и вышить себе на рубашке что-то. Там девушка сидит, работает, наверное. Здесь есть кто-то, кто тебе поможет это все сделать. Все здесь можно делать бесплатно, но нужно платить за материалы. Если ты приносишь свои материалы, то это все будет бесплатно. Вот, например, 3D принтеры, загружаешь, что ты хочешь печатать, и печатаешь. Потом просто платишь за расход материала. А что вот это? Я думаю, что это за машина? Это лазерная гравировочная машина. Вот так интересно, вот, что можно сделать вот такие вот вещи. Здорово. Здесь прям пахнет будущим. А сейчас я захожу в комнату для подростков. Здесь такая классная, красивая комната. Цвета такие интересные. И здесь вот зал, где именно подростки могут прийти, проводить время. У них здесь, смотрите, какие интересные стулья. Непонятно, как на них сидеть, почему именно так. Здесь еще такая интересная вещь, вот как, вот трогать можно, да, еще вот я хотела схватить это одеяло, но оказалось тяжелым. Это одеяло наполнено специальным наполнителем, и оно успокаивает, когда вот в него закутываешься. У меня, кстати, дома есть такое. Здесь вот тоже всякие игрушки для подростков, кстати, кубик Рубика. А здесь игры настольные есть. Вот здесь какие-то экраны, я думаю, что может быть даже для видеоигр. Похоже, что он там какой-то шлем. Не знаю, для чего он сделан. Тут они могут рисовать. Вот, еще там тоже что-то, какой-то зал. Там как учебная комната, то есть тоже именно для подростков. Вот. Ребята сидят, занимаются. Так красиво оформлено все. Здесь еще именно вот здесь компьютерный класс, и вот расписание идет. Классы для взрослых, классы для
пожилых людей. И здесь можно прийти и вот сидеть и работать именно на компьютерах. А здесь идет ряд комнат, которые можно снять на час или на 2, и в них заниматься вот именно индивидуально. Часто я, допустим, использую эти комнаты тоже для занятий каких-то, когда, ну, при любом случае, комнаты бесплатно, то есть нужно зарезервировать на веб-сайте, и приходишь вот здесь вот, когда вот так стоит значок, значит комната занята. И вы знаете, при всем многообразии книг, все равно есть книги, которых в библиотеке нет. Что же делать, когда нет книги, нужной книги? Можно подойти к библиотекарю, сказать название, они поищут эту книгу в каталоге, скажут, почему ее нет. И если, допустим, в этой библиотеке этой книги нет, они могут эту книгу заказать в другой библиотеке. Затем они пришлют вам имейл, что книга пришла, и вы можете ее прийти забрать. Также у них есть система доставок, то есть если нужно будет, то книгу доставят на дом. Вот такая классная тема. Вот так красиво и интересно у нас в библиотеке. Покопалась в сумочке, нашла карточку. А оказывается, карточки уже можно закачать в телефон, и будет уже там карточка. То есть у меня по старинке пока такая. Сейчас возьму книгу и покажу вам, как происходит процесс выдачи книги. Здесь вывешены работы учеников школы, где учится моя дочь и мой сын учился. Вот увидела название школы и подумала, как приятно, что дети рисуют и выставляют свое творчество. Мы подошли к полке с комиксами. Сейчас это, наверное, самый популярный жанр среди молодежи. Взяла самую толстую и вспомнила, как иногда говорят, у вас в книге есть картинки. А я подумала, а здесь нужно сказать, а есть ли у вас в книге буквы? Ну вот, и я решила эту книжечку взять. Сейчас покажу вам, как мне ее дадут домой. Hello, how are you? How are you? Good. Yes, this one. Sure, no problem. Here you go. Thank you. Alright, and this will be due back 3 weeks, May 15th. Do you want to receive with the due date? Please. No, one in the book. There you go. You're all set. Enjoy the rest of your day. Thank you. Thank you. Вот книжечку нам дали. Ее нужно вернуть через 3 недели. Она спросила, хочу ли я чек, в котором будет написано, когда нужно вернуть книгу. Я сказала, да, ну на всякий случай. И все. Еще хочу сказать, что в библиотеке отменили штрафы. Раньше штраф был денежный. Уже, честно говоря, не помню, какая сумма. А сейчас денежных штрафов нет. То есть, если ты не сдаешь книгу, ну, она у тебя долго может лежать дома. А затем ты ее приносишь, просто возвращаешь и все. То есть, зачем они это сделали, не совсем непонятно. Ну, вот такая теперь система в библиотеках. Все, вот у входа в библиотеку сидит обычно полицейский. Здесь такой дедушка сидит, я его знаю много лет. И он всегда, когда дети были маленькие, он всегда улыбался и махал мне рукой, не знаю почему, но вот он меня как-то запомнил. Сегодня он тут был, но уже ушел. Я хотела с ним тоже видео сделать, но вот его нет нигде. А вообще, зачем он сидит? Ну, просто как страж порядка. Вдруг, если будет какая-то ситуация, наверное, он быстрее всех позвонит в полицию. Хочу вам еще показать такую интересную деталь. Здесь находится временная капсула, которую нужно будет открыть в 2073 году. И когда мои дети были маленькие,
Здесь была другая капсула, которую открыли в прошлом году, в 2024. И все годы мы ходили, и дети говорили: мама, как интересно, давай придем, когда будут эту капсулу открывать. То есть они как-то, ну здесь, я так понимаю, рассверливают вот эту плиту, достают, что находится в этой капсуле. Туда кладут детские рисунки, какие-то письма, что-то, что характеризует вот данный период времени. И затем через 50 лет, когда открывают, смотрят, что там было положено. Вот. Мы, к сожалению, в прошлом году пропустили открытие этой капсулы, причем хотели пойти, но что-то в этот день происходило, и мы не могли. Было жалко. Ну, в 73-м году, может быть, если мы будем живы и будем здесь жить, придем посмотреть. Вот такой замечательный визит в библиотеку у нас сегодня был. Было ли вам интересно? Мне кажется, что я даже сама, честно говоря, уже сколько лет в Америке живу, мне кажется, уже чем можно меня удивить. Ну, на самом деле, я люблю удивляться, и удивительно рядом. И вот такое место, как библиотека, мне кажется, это просто супер находка для людей. В Америке очень развито продвижение чтения, то есть постоянно в школах проходят программы, в которых обязательно следят, чтобы дети учились читать, чтобы дети читали правильно, чтобы они правильно интерпретировали то, что они прочитали. И даже учителя есть вот именно специально по чтению, которые тренируют и маленьких детей, и уже подростков, и даже для взрослых есть такие классы. Вот, поэтому библиотека, я считаю, это такой супер ресурс. Я желаю, чтобы в каждой стране была такая замечательная библиотека, и чтобы все туда ходили. Благодарю вас. Спасибо за просмотр видео. Подписывайтесь на канал Дарья Чикаго.